Аудиокнига Synapse. Я проснулся ранним утром. Это был вроде город 17, терминал 6. Проснувшись, я начал осматриваться вокруг. Я жил в жилом блоке номер 3. На третьем этаже. У меня была кровать, шкаф и более ничего. Ну как кровать сказать, у меня был вонючий матрас. А звали меня, кстати, сейчас надо сид-карту глянуть, Джобен Бакли. Потянувшись к ручке двери, я открыл дверь. Я решил сразу пойти на кухню, ведь надо было что-то попить. Доставая из холодильника воду и бобку. Блэк бобка. Моя любимая газировочка такая. Сладенькая, со вкусом кофе. Чик! О, бля. Как же она мне нравится. Такой кофейный вкус. Натуральный, наверное, я бы сказал. Еще освежает. Но я достал чайник, еще вскипятил водички, чтобы полностью утолить свою жажду. На улице было все серое, уныло и, наверное, может быть, грязно. Там где-то бегали офицеры гражданской обороны. А мне было как-то лень даже идти на работу. А работа у всех граждан, она одинаковая. Или работать медиком, или таскать коробки на завод. И там производить новые товары для города. Ну, подумал я, надо бы пойти. Я попил водички, оставил чайник, взял свою повседневную одежду, а именно такую желтенькую курточку и синие брюки, и вышел из квартиры. Я спускался спокойно. Ничего, в принципе, сегодня не предвещало беды. Воздух, как обычно, пах, не знаю, каким-то серым дымом. Хотя как серый дым может вонять, я не знаю. Но, в принципе, я пошел на завод. Улица, э, юниты гражданской обороны, вот там кого-то бьют, наверное, не знаю, за бег, за общение на каком-то чужеродном языке. Но я подошел к терминалу профессии. О, подумал я, бля, как же это заебало, понимаете? Ты каждый день таскаешь ящик по причине того, то, что тебе надо жить. Тебе нужны civil поинты, токены. Ладно, подумал я, что-то давай возьмем, еще поработаем. Да вроде у меня скоро повышение какое-то будет. Я, честно, про повышение ничего не знаю, но надо попробовать. Я пошел к поезду. Там уже стоял супервизор. Он кидал людям ящики. И я встал в очередь. Слышь, чё тебе надо? Да я не тебе обращаюсь. Иди отсюда, сказал мне парень в очереди. Ладно, подумал я. Так, в общем, смотри, надо сегодня этот, надо сегодня максимум отлынивать из работы. И я хочу тебе показать одну вещь. Сказал он другому типу, пока моя очередь подошла к завершению. А то есть я встал перед супервизором. Так, смотри, этот ящик ты тащишь и сразу разбираешь. Там, на столе, понял? А в смысле? А там разве нету рабочих, которые разбирают? Да я что, знаю что ли? Бери ящик уже. Он скинул мне ящик, и я пошел на завод. Обычная прогулка с ящиком до завода. Я шел, шел и шел. Так, завод. Ай! Ой, что-то стукнулся о поле. Так, рука, оп. И я пришел на завод. Я поставил ящик, и действительно, многие столы были свободны. Тогда я принялся разбирать ящик. Так, тут смола, смола. Ай, блядь, деревяшка. Отсюда нафиг. О, резина, резина. Так, и все это на конвейер. И я пошел за очередным ящиком. Так у многих проходил рабочий день. Кто-то еще работал за станком, или кто-то относил ящики по точкам интереса. По типу рационный, не знаю, там, участка гражданской обороны и так далее. В общем, скучная жизнь, я бы сказал. Даже очень скучная. Вроде у нас тут колониализм, альянс, новые технологии, а вроде и ни хрена не происходит. Так,
Дотаскав еще пару десятков ящиков, я пошел к рациончику. Было уже где-то 12 часов дня. Иду я, значит, и захожу в очередь. Опять там стоят толпы граждан в синих рубахах или в серых. И знаете, серые рубахи всегда обозначали бомжеватость таких людей. Потому что они не могли себе позволить никакой другой одежды. И выглядели как натуральные бомжи. Да и жили они в подвале жилого блока 3. Ну, в общем, я еще заметил русскую речь. Знаете, я знал русскую речь. Я даже ее отлично понимал. Я, правда, не понял то, о чем они говорили, но вскоре я подошел уже к воротам рациона. Мне тут юнит гражданской обороны спрашивает. Ваше удостоверение. Я ему предъявляю свою CID-карту. И он меня пропускает. Я получаю свой рацион. Знаете, рацион на самом деле такой вкусный. Пробуй его. Тебе хочется еще, еще, еще. Правда, он, конечно, мало насыщает. И приходится еще что-то искать. Особенно вода. Но не беда. У меня в жилом блоке есть чайник. Я каждый день пью воду из него. Она вкусная. Правда, вот мой сосед любит пить воду из-под крана или из-под унитаза. Я не знаю, он выживает или нет, но чаще всего он после этого бежит к врачам. Вот такая вот печаль у него. Нету чайника, наверное. Ну или у меня не может попросить. Уголь, в принципе, доступен, как и кожа, через которую я цежу в воду. В общем, вроде еще одна рабочая смена, но я решил зайти в одну из точек интереса, где граждане в основном покупали еду. Там стоял непримечательный мужчина в красной куртке, в синей кепке и в голубых штанах с черными ботиночками. Он э, фасовал еду на полках, думал, что делать дальше. Я посмотрел на ассортимент. Там была вода за 6 токенов. Я ему сказал, чувак, ты борзеешь. В смысле? Спросил он меня. Ну как в смысле? Ты воду продаешь за 6 токенов. Она максимум стоит 4 токена. Ее легко сделать. А тебе какая разница? Бомж тупой. Кого ты бомжом назвал? Ладно, 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 все, спокойно, спокойно, сказал он мне. В общем, что тебе надо? Да нет, ничего, я просто пришел заглянуть. Ага. Слушай, а вот тебе телевизор не нужен? Телевизор по сколько? 40 токенов. Так 40 токенов кофемейкер стоит. Кто? Кофемолка, да, кофемолка. А, ну так тебе не нужен телек за 40 токенов? Он рабочий? Давай посмотрим. Он достал реально телек, поставил его и включил. На нем шла типичная пропаганда волоса Брина. 40 токенов, говоришь? Да. Да знаешь, наверное, нет. Ну, а я ж тебе достал. Может, ты возьмешь? Нет, ответил я. Ну почему? А, да знаешь, у меня, наверное, дела еще есть. Дела? Какие, так сказать, как коробки? Да. Может, лучше бензин будешь таскать? Ну, купи телевизор. Ладно, ты меня уговорил. Сейчас я подойду к терминалу. И я вышел из магазина и пошел к терминалу. Наверное, лучше куплю телевизор. Но, подойдя обратно, мужчины не было. Я подумал, да что за хрень-то? Алло, а мне телек кто продаст? Я начал его искать, его нигде не было. Эх, ладно, подумал я. Ну, пропал и пропал. Телек за 40 токенов возьмешь? Да, конечно. Послышались голоса. Я понял то, что этот торгаш уже кому-то другому продал. Вот говнюк, подумал я. И пошел с плохим настроением работать дальше за коробками. Придя, мне опять супервизор дал коробки. 2 коробки. И я 2 коробки потащил к заводу. Потом я, наверное, послушал совет того красноперого торговца и начал тащить теперь еще и бензин. Знаете, бензин даже проще было. Ты сам наливаешь бензин, ты сам его тащишь, ты сам его заправляешь. Честно, действительно, работа попроще чувствовалась. Ох, подумал я уже к середине смены. Наверное, пойду снимусь с работы. Я снялся с работы.
Далее я не знал, что делать в этом терминале 6. Действительно, тебе Альянс предлагал только работать на заводе, а если у тебя меньше 100 civil поинтов, то только и завод остается, ведь еще можно было заниматься предпринимательством, как тот красноперый чувак. Ох, а у меня сколько там civil поинтов? Я решил посмотреть в терминале. У меня было 86 civil поинтов. Ха, а я же могу поступить на инженера теперь, подумал я. И я пошел к терминалу инженера. Действительно, может быть, эта работа будет лучше, подумал я. Проходя мимо, я заметил двух вартигонтов. Человек. Что? Ничего. Ладно, прошел я далее. Итак, заходя к терминалу, меня встретил тест. Тест был простой, откровенно. Я его сдал, меня приняли в инженера. Проходя к тому месту, где брать заряды, я проверил свое устройство. Это был сварочный аппарат Альянса. Он был из металла Альянса. Да и, наверное, технологии там использовались такие же. Раз уж батарея была на некой темной энергии. Я засунул эту батарею и включил свой сварочный аппарат. Так, теперь надеваю шлем. Ой, так, что там у меня еще? Э, так, 3.1.3. Выдвигаясь на ПБС-7, овер. И я выдвинулся на завод. Знаете, в основном инженеру приходится работать или на заводе, или по городу. По городу случаются там поломки терминалов, поломки БТРов и так далее. Ну, а на заводе в основном очень много ломались машины, а иногда и конвейеры. Придя на завод, там сразу сломалась машина. Я все проверил. Какой-то злодей засунул в нее мусор, из-за чего она сломалась. Ну и мне ничего не осталось, кроме того, как и починить ее. Ну а что мне еще с ней делать? Как бы работа всех ждет. Супервизор ко мне подошел и сказал: «Хорошо работаешь, инженер. Вот бы нам еще таких». Я ему в ответ: «Да у вас тут еще 4 инженера ходят. Кто-нибудь из них бы починил», — ответил я. «Так ты четвертый». «А, ну 3, значит. 3-3». «Хорошо», — сказал он мне. Я дальше начал чинить. Супервизора звали Иван Оглицкий. Вскоре станок был починен. Рабочие дальше продолжили работать, а я стоял и наблюдал. Знаете, был какой-то черномазый, который брал и бегал по станку. «Не бегать по станку!» — говорил я ему и кричал. «Да, я это тащу, это, резину. Понял?» Тупой», — ответил я ему. Супервизор ему же сделал замечание. Ну и подумал я, ну супервизор точно на моей стороне. Вскоре я заметил на заводе инженера, еще одного, и какого-то мужчину, лысого. Они общались на русском. Знаешь, надо, я думаю, сегодня встретиться с Хастингсом. Надо поговорить про оранжевые дела. Да, я тоже так думаю. Они вскоре ушли. Ну, я особо не придал этому назначения и дальше продолжил работать на заводе. Я наблюдал. Работа на заводе шла спокойно. И я думал, ох, что-нибудь еще сегодня произойдет такое. Ну и действительно, на ближайшем КПП, к местному району низкой протекции, или как его там называют, я уже не помню, сломался терминал. Меня позвал такой невысокий сотрудник гражданской обороны с пистолетом, с пистолет-пулеметом и дубинкой. Он мне сказал: «Гражданин, нужна ваша помощь. За мной». Я увидел уже красным вот этот сломанный терминал. Я взял свой сварочный аппарат и починил его. Где-то примерно за минуту. Меня поблагодарили и выпустили. Вскоре нас созвал всех шеф. Я, насколько помню, у шефа было имя Санни Дэвис. Я погнал на сбор всех инженеров, и я пришел вовремя.
Я встал в строй, нас было четыре крепких мужика, а может и не мужика только. И тут вышла сама Санни Дэвис. У него был номер 661. Так, она мне сказала. Точнее, она всем нам сказала. Так, слушайте меня. Сегодня у нас есть работа. И я подумал, так она всегда у нас есть. В чем же ее смысл? Она не то, что нам еще сказала про работу. Она еще сказала, сегодня часть из вас пойдет в запретный сектор для оказания помощи сотрудникам гражданской обороны. Ага, подумал я. Что там чинить-то? Подумал я еще. В общем, нужно починить поля, да и турели тоже. Ого, подумал я. Тогда 901 назначил трех инженеров, а именно Союз 183, ТАП 90 и Андрей Бубукин. Но меня вот не назначили. А почему, кстати, Андрей Бубукин, я подумал я. Ну, а вскоре они ушли. 901 забрала с собой трех инженеров. Но не меня. Эх, блин, подумал я. Опять идти чинить тупые станки на заводе. И шел я грустным с батарейной станции. Шел, внезапно я слышу опять русскую речь. Это те же два человека, только уже инженер был другим. Точнее как, другая. Она была в гражданской одежде, в красном джекете, зеленой шапке, синими штанами и черными ботинками. Рядом с ней стоял мужчина в зеленых штанах и в зеленой обуви. А рядом еще стоял еще один мужчина, уже в желтой куртке, с пышной шевелюрой и усами. И рядом тоже еще один мужчина стоял. Такой обычный гражданин, можно сказать. Но его отличала федора. И тогда они что-то обсуждали. Так, сегодня опять оранжевые дела? Да, наверное. Что там бригадир сказал? Где собираемся? 2-2, ответил мужчина лысый. Ого, хорошо. А, вот знаете, как-то жизнь в городе скучно проходит. Вот вы видели Джонни Красное Дерево? Джонни Красное Дерево, сказала женщина. Да Джонни Красное Дерево, он, блядь, нас всех палит. Чё вы ему доверяете-то и общаетесь? Ну это да, кстати, ответил лысый мужчина. Тогда мужчина с пышной шевелюрой ответил. Знаете, кто-то слышал про Бориса Нагана? Борис Наган, ответила женщина. Это чувак, у которого всегда в штанах пушка, ответила она. Да, там он с револьвером ходит, ответил чувак в федоре. Ого, ответил я. Они увидели то, что я подслушивал. А ты чё подслушиваешь? Сказали они. Да так, я просто мимо проходил. Ну а чё гокаешь тогда? Ладно, заходи, давай. Они мне разрешили зайти. Я прилично удивился. Зайдя, я что-то когда даже растерялся, но они продолжили свой диалог. Слышали про Богдана Пиздакова? Говорят, он любую пизду ебет. И станок ебет на заводе, ответил чувак в федоре. Ого, ну ты даешь, конечно, Иван Останков, ответили ему. Да, ладно, Карл Румберс... Как, да, блять, как там твоя фамилия? Робертсон, ответил чувак с пышной шевелюрой. Робертсон, да. Да. Мелисса, ты это... зайди пока за водой попей, не знаю. У нас все равно сбор через 40 минут. Хотя бы успей попить, поспать. Ладно, ответила она. Я скоро вернусь. Женщина, кстати, к слову, была довольно высокой. 1,87 м, это что? Ну или не 1,87 м, 1,90 м. Ну рост просто безумный. Она покинула нас. А тот меня спросил. Ну чё, у тебя как работа идет? Да, нормально, сказал я. Слушай, кофе будешь? Кофе? Давай кофе. Он мне реально дал кружку кофе и выпил. Оно было вкусным. Я не знаю, я давно такого вкуса вкусного не чувствовал.
Тогда я решил покинуть их. Они сказали приходить к блоку 2.2 уже не в инженерной форме. Я пришел на завод. Там уже стоял опять Дэвис. Ну, некая 901. И она мне сказала: «Алло, 313, чё ты опоздал-то?» Я сказал: «Да, знаете, я там общался с сотрудником гражданской обороны. Он сказал то, что он потерял э, фишки». «Фишки?» — спросила она меня. «Да, фишки, фишки». Сказали, они расследовали какое-то дело, связанное с э, Джоном Голдом. И там он потерял фишки. Он был чип-дилером. Чип-дилер? Да ты какую-то хрень выдумываешь, а? Ну, чип-дилер. Это такое реальное явление. Знаете, у меня вот в подвале есть бомж, который продает оружие за чип-дилер. Ой, за чип. Чипы. Ладно, давай я это не слышала, сказала она. Знаете, я хоть и лоялист, но ладно, я не буду людей выдавать сейчас, сказала она. А хотя бы что он продает? Да, так, там, СКС, э, ТОС, пистолеты, трубы, гаечные ключи, вращающие ключи. Что там еще? Да, я не помню, честно говоря. Э, да. Она сделала фейспалм и сказала: «Ладно, работай уже, горе-инженер». Ну и знаете, за смену сломалось два станка, и скоро начался комендантский час. Я получил очередной свой паёк, я его вкусненько поел. Волос Брин объявил о комендантском часе, и я встретил Останкова. Он мне лишь сказал: «Знаешь, встреча чуть-чуть переносится, сразу после комендантского часа к нам заходи». «Ого!» — подумал я. И, как оказалось, он жил надо мной в 3-4. Я пришел в 3-3, и там был уже какой-то человек в серой форме. Знаете, такой, опять бомж пришел ко мне в квартиру. Он выглядел такой с щетиной, стрижкой под горшок, тупые глаза и прямолинейное лицо. Он меня спросил: «У тебя есть дерево?» Нету. «У тебя есть сталь?» Спросил он меня опять. Нету. «У тебя хоть что-нибудь есть?» Спросил он меня еще раз. «А тебе зачем, мужик?» «Да, так, просто», сказал он мне. И ушел. Ну как ушел? Он не смог открыть дверь. У него не было ключа. Я сказал: «Да ты тупой нелегал, что ты тут забыл-то?» «Э, Боже». Сразу понял я то, что кто-то из моих соседей забыл запереть квартиру. Ну съебись, пожалуйста. Съебись. Слушай, у меня в штанах гаечный ключ. Воу, мужик, не надо, мужик. Нет. Сошел, значит, теперь в квартиру какой-то такой непримечательный человек черного цвета. У него была черная кожа, черная куртка и зеленая шапка. Он взял в захват вот этого серого мужика и долбанул об стену. И сказал: «Проваливай, Джон Генерик, блять!» Тот съебал. Он подошел ко мне и представился: «Меня зовут Джеймс Батлер. Я тоже тут живу», — сказал мне. «О, приятно. А меня зовут Джобин Бакли», — сказал я ему в ответ. Знаете, я же тогда лег спать. Там вроде заходили сотрудники гражданской обороны, нас всех шмонали. Но я встал, повернулся лениво к стеночке. Сотрудник меня полапал, везде проверил и покинул. О, и я завалился на кровать, прямо как дохлая стрекоза. Я проснулся в 4 часа утра. Я закашлял. И проснулся от имени Александра Свинопас. Еще один какой-то русский. Они жили ниже. Они о чем-то говорили с женщиной. Взяла та самая Мелиса. Я проснулся.
Я потер глаза. Я пошел к холодильнику и взял новую банку Блэк Бобки. Я открыл и выпил. Фу, чё ж сегодня А, там встреча какая-то. Интересно, что на этой встрече будет? Это какая-нибудь русская мафия, да? Ой, тупой воздух, ненавижу. Тогда я еще пошел к крану. Ну, а у крана была еще какая-то женщина. Она пила. Она просто сидела и пила водички. Я подумал, ну ладно, надеюсь, не грязную пьет. И сам налил себе водички. Я пошел на кухню, заварил воду, попил ее, достал бобы и схавал. Так, чё ж поделать ты? А, блядь, сбор же. Какой сбор? Спросил меня Джеймс. Он уже тоже давно проснулся. Да, знаешь, там мне сказали про сбор. У вас, не у вас, наверное, в 2:2. А, ты про наши рыжие дела? Да, пошли. У нас сейчас уже сбор будет. Прям с минуты на минуту. Я внезапно помнился, то что уже курфюр закончился 40 минут назад. Ёб твою мать! Уже было 4 часа утра. Мы пошли с ним в 2:2. Знаете, это были такие элитные апартаменты. Там ухоженные лестницы, стены, чистые. И блескали, будто по ним прошлось 10 слонов со швабрами. Фу, проходил я по лестнице. Чё же сегодня будет такое интересное-то? Мне самому интересно стало. Я зашел в квартиру. В квартире уже было 6 человек. Те же самые мои знакомые и еще мужчина. Такой с пышной бородой, короткой стрижкой, в желтом одеянии и с панамкой. Его звали Артур Хастингс. И рядом с ним был еще его лысый друг, Иван Большевицкий. Или Бельбоши. Я как-то и не понял его имя и фамилию. Ну ладно. Я присел за стол для покера. И они обсуждали какие-то сделки. Слушайте, сегодня биржа фишек поднялась на 0%. Это ужасно для нашей экономики, сказал Иван. Ох, да. Надо что-то делать, сказал ему Хастингс. Нам нужны дилеры фишек, чтобы мы продавали, к примеру, за фишки пистолета. А вот вы слышали то, что у Богдана Пизакова появился автомат Калашникова? Что? Спросил какой-то маленький мужичок маленького роста. Реально, что ли? Да, да, серьезно. Теперь вот так вот живем. Воу, это просто прекрасно, ответил другой человек. Да, шнек, да. У нас целых 2 Калашникова. Ебать, кто-то сказал в ответ. Как мы теперь с этим будем управиться? Да так, просто. Просто? Просто. Ну, это прекрасно. А это кого вы привели? Да не знаю, какой-то Джон Бакли. Джабин Бакли, я поправил Джеймса Батлера. Джабин Бакли. Ну ладно, ты хотя бы не выглядишь как стандартный гражданин, сказал мне Хастингс. Добро пожаловать. Может, ты еще послужишь русской коммуне. Русская коммуна? Подумал я. Блядь, реально какая-то русская мафия. Черт побери. Куда меня занесло? И сегодня мы устроим кросс до мотеля. Воу, ответил мужичок, который я слышал снизу. Это был Александр Свинопас, его звали. Я его знал, потому что он работал на заводе, как и не в себя. Он работал так же, как медведь на бару. Фух, подумал я, сейчас мы пойдем куда-то. Даже интересно, что за мотель такой? Я тут мотелей нигде не видел. Вскоре мы пошли. И мы пошли до вентиляции в неблагополучном районе. Тогда Хастингс достал гаечный ключ, ударил по вентиляции, и она сломалась. Воу! Подумал я,
Что он делает? И за ним начали все прыгать. Я прыгнул за ним. Вскоре я очутился в местных каналах. Знаете, вот раньше бомжи в сером казалось, боже, какой это ужас, то, что они живут вот так. Но как оказалось, в каналах их огромные полчища. Они подходили и спрашивали, есть ли у тебя дерево, есть ли у тебя металл. Знаете, их было столько много, то, что я уже устал их считать. Ну, мы дошли до какого-то верстака, и мне дали гаечный ключ. Ну, ладно, подумал я, теперь с гаечным ключом будет попроще. Тогда мы отправились еще дальше. Хастингс стал себя подсаживать к вентиляции. Я полез за ними. Я не понимал, что еще со мной будет. Потому что, ну блин, я вчера только получил повышение инженера, а теперь я в какую-то хрень лезу. Ну ладно, подумал я. И тогда мы попали за город. Моему страху не было предела. Я будто сейчас штаны не то что насру, а просто их отправлю до Китая. И мы прошли к мотелю. Реально мотель стоял такой же, даже он казался жилым. И действительно, там жили люди. Точнее, беглецы. Ладно, ладно, подумал я. Ничего же страшного не произойдет. И тогда на нас вылез какой-то мужик. Он ходил как обдолбанный. На его голове был какой-то мозготрах. Его называли хэдкрабом. Он атаковал нашу группу. Но знаете, кто победит? Чувак с УЗИ или чувак обдолбанный? Победил чувак с УЗИ. Этим чуваком был Хастингс. Он действительно, он уже был в голубой рубашке с бронежилетом. В штанах тактических. И с пистолет-пулеметом. Тогда они зашли в мотель и начали что-то с кем-то обсуждать. Знаешь, Джон Коэль, надо бы наших сейчас вывести в лес, сказали они ему. У вас есть переносчики? Переносчики? Спросил Джон Коэль. Да, у нас есть желтые костюмы. Переносчики? Ладно, подумал я. Мне дали еще противогаз и теперь еще пистолет. Серьезно, пистолет дали. Это был какой-то глок. Я не понял, какой глок. У него была коричневая рукоять. Ладно, подумал я, зарядил глок. И мы отправились к коммуновцами далее. Знаете, ничего не предвещало беды, как вдруг на нас вылез какой-то мужик в синем комбинезоне и в противогазе. Это был солдат надзора. «Ёб твою мать!» Кто-то заорал, и по нему начали стрелять со всех стволов. Их было что-то в районе 3. Они тоже открыли огонь. Контакт подтвержден. Надзор. Требуется помощь. Вискон, Вискон. Больно! Ого, они даже боль чувствуют, подумал я. Мы просто открыли огонь со всех стволов. Они все сдохли. Воу, подумал я. Это же пиздец. Подумал я. Уже уходя по стрелушке, мы спускались вниз по очень странному спуску. Вы знаете, он был кольцевой. С несколькими этажами. Сверху вообще были сотрудники гражданской обороны, которые защищали инженера. Они почему-то нас не заметили. Ладно, подумал я. Да знаете, ничего опять же не предвещало беды. Но на сотрудников выбежал человек в сером, с трубой. И просто начал их бить. Натурально бить. Ой, тупой Александр Генерик, подумал Артур Хастингс. Что же он делает? Ну, а мы уже смылись оттуда, когда слышали стрельбу турели. Видимо, никто там не остался жив, потому что было множественные потери биосигнала. И мы прошли к какой-то радиоактивной луже. Так. И вышли мужики в желтом. Действительно, вот они, видимо, носильщики, потому что на них залезали мужики другие, даже женщина. И они перелезали через радиоактивную кашу. Другие же прыгали по предметам,
чтобы перелезть эту лужу. Ладно, решил я дождаться переносчика. Залез я на переносчика, и мы дошли до ворот. Ворота открылись изнутри, и нас впустили в лес. Действительно, это был огроменный лес. Я такой, боже мой, куда я попал? Верните меня обратно, я этого не хотел! Закричал я. Меня Артур Хастингс успокоил и сказал, слушай, чувак, ты выбираешь лучшую жизнь. То, что там, это ебаное дерьмо. Вот, живи здесь, просто чувствуй вот этот воздух, вот эту природу Болгарии. Давай за нами. И мы погнали. Знаете, меня даже привели в местную церковь и дали оружие. Это был ТОС. Вот тот самый дробовик. Казалось бы, куда моя жизнь, блядь, катится? Где я, во-первых? Во-вторых, что мне делать? Внезапно на моих новых друзей напали какие-то мародеры. Один судьи, двое с пистолетами. Они задержали Шнека и Останкова. Там как между ними какая-то была перепалка. В итоге все друг друга перестреляли. Я такой смотрю, воу, чё за хрень? И внезапно бам! Меня ударили по затылку. Вскоре я очнулся в какой-то темно освещенной комнате. Тусклый свет. Я чувствовал себя как мешок картошки, который только что выбросили с огромной высоты. Ко мне подошел Артур Хастингс. Он спросил, слушай, ты точно не агент гражданской обороны? Что? Ну, ты себя выдал. В смысле я себя выдал? Ты чё? Сказал я ему. Ладно, ладно, успокойся. Он меня пожал по плечу. Вдруг вышла какая-то женщина в медицинском костюме. Это не была там Мелисса Ватсон некая. Ее называли Базиль Фишерман. Она дала Галил Хастингсу и сказала, так, гони фишки. Тот дал 19 фишек. Ого, подумал я. Так у меня, блядь, в контейнере 19 фишек было. Мне кажется... Подожди, это автомат? Подумал я. Так он же редкость тут. Слушай, не вмешивайся в наши дела, сказал Хастингс. Фишерман, окажи ему помощь, я не знаю. Надо сейчас с лямбдовцами собраться, завод атаковать, да и там мультитулом повскрывать все ящики. Он покинул нас. Он оставил меня с Фишерман. Так, давай посмотрим, что у тебя. Да, держи бинт, обойдешься. Меня развязало. Я подумал, ну и пиздец, день какой-то плохой. Чё же мне делать-то? И я вышел из данного дома и пошел к речке. Я набрал водички. Я нашел даже чайник. В этот чайник я набрал водички и вскипятил об костер. Потом я пошел спать. Знаете, всю ночь я не мог уснуть, потому что были выстрелы. Но в этот раз я спал не 4 часа, как ранее, а целых 6 часов. А может даже и 7. Я спал как хороший такой нормальный человек. Потому что мне кажется, всегда оказалось, что в городе я спал как машина, как робот. Я проснулся. День был, опять же, таким солнечным. Было даже жарко, у меня выступал пот на лбу. Ой, такой подумал я, надо что-то поделать еще. Я видел то, что что-то коммуновцы собирались, видимо, на тот самый рейд. Я решил надеть в этот раз маску и пошел к ним. Вот пришел мужчина с черными волосами, с растерянными глазами и крупного телосложения. Это был я. Они сказали, так, мы сейчас сначала идем в каналы, нам нужно уничтожить так называемый свип, и потом берем еще лут с них. Лут? Подумал я. Ого, лут. Интересное слово. Лут. Лут. Это же предметы. Клад. Добыча. И тогда я пошел с ними.
Мы шли опять теми же путями, но в этот раз было все и попроще. Мы сразу дошли до мотеля. И действительно, какие-то пидорасы, простите меня за такие слова, сидели сверху. Один из них был таким рюкзаком радио. Другой, да, обычный синий комбинезон, который мы видели. Там еще был один отличительный, с красными визорами и дробовиком. Я подумал, черт, у него аж дробовик есть. А у меня есть автомат. Тогда коммуновцы с лямдой тихо подошли. Прямо на цыпочках. И встав как истинные любители жареной курицы, открыли огонь. Они зачистили этих тупых банок. Синеголовые что-то стреляли. Попом. Даже я достал свой ТОС и открыл огонь. Отступаем. За балку. Я в машине прячусь. Контакт, Висконт, подтвержден. Overwatch. Помощь. Висторатор. Висторатор отправлен. О, нет, им на помощь подошли сотрудники гражданской обороны. Тогда открыл огонь еще с пистолетов они. Граната! Баунсер взорван. Один ГГОшник готов, второй сразу готов. Вскоре они закончились. Последний солдат с красными визорами и дробовиком отступал, сверкая пятками. «Вау, это наша победа», — сказал Хастингс. А, снайпер! Сова! Убегает сюда нахуй! О, боже мой, подумал я. Я тогда начал стрелять по снайперу из дробовика. Птау! Птик-чик! Птау! Птик-чик! Больно! Снайпера скоро убили, но кто-то из наших был ранен. Точнее, не из наших. Какая-то лямбда. Ну, как я думал, лямбда. Чувак, ты с третьей улицы? Спросил его Хастингс. Да. Алло, кто у нас медик? Останков! Давай ему помощь неси! Тогда ему принесли медпомощи. Ему стали ее оказывать. Я был в шоке. Третья улица. Лямбда. Красная коммуна. Ой, точнее, русская коммуна. Какой-то ужас, подумал я. Мне Хастингс сказал. Короче, сейчас ты берешь, выходишь в город, я тебя проведу. Убираешь оружие, убираешь броню. И просто как обычный гражданин ведешь себя. Хорошо, подумал я. Мы тогда с остальными пошли до вентиляции. Еще одной. Она была как раз из того самого благополучного района. Слушай, как этот район называется? Как район называется? Да, как район называется. А, я... Это не Вих-3, он мне сказал. Вих-3? Ну, это где-то рацион получаешь. Он Вих-3 называется? Да. Ну, он правильный. VIG-3. VIG-3. Ага. А этот как район? Так, вот рядом с прецинктом 13. Ра-5, ответил мне Хастингс. Хорошо, ответил я ему. Тогда я снял свою броню, вышел вместе с какой-то Мелиссой Ватсон. Тут я подумал одно. Блять, а может мне это все и не надо? Зачем? Мне и в городе было нормально. Я пошел к местному магазину. Знаете, он ставил как продуктовую. Как типичная пятерочка. Я зашел в него. Со мной поздоровался какой-то человек. О, привет, Джобен. Привет, Джон Камель, сказал я ему.
Что у нас сегодня в ассортименте? Смотри, у меня есть бургеры, кебаб из пингвина. Пингвина? Ой, голубя, извиняюсь. А, что у нас тут еще есть? Крыса на палочке. Ага. Квази-кола. Ага. Блэк Бобка. Мгм. И еще тот стал искать. Телевизор за 80 тысяч. За 80 тысяч? Ой, прости, опять что-то сбою. 100 токенов. Ага, 100. Блять, я этот телек видел. Где ты этот телек видел? Да прикинь мне, чувак, вот этот телек хотел продать его за 40 токенов. Но он продал кому-то другому. А, это я купил за 40 токенов. Ах ты ж скотина, блять, я уже нес свои токены. Они у тебя с собой? Да. Купишь? Не. Все, спасибо, это твой телек. Да в смысле, я его продаю, а ты его не берешь. Что за гадство? Ответил он мне. Вскоре со мной на рацию вышел Хастингс. Самое неподходящее время. Слушай, тут в жилом блоке 4.2 квартира. Есть один гражданин. Он знает про нашу атаку. Убьешь? Убить? Сказал я. Кого убить? Ответил мне Камиль. А ладно, Антон Камиль. Подожди, сейчас я выйду, поговорю. Я взял рацию прямо посередине улицы. Рядом стояли сотрудники гражданской обороны. Но им, видимо, было абсолютно похер. Я стоял посередине улицы, будто важный британец в своей колонии. Так, 4-2 говоришь? 4-2. Возьми, не знаю, там, восклицательную трубу. Восклицать? Я имею в виду гаечный ключ. Ага, гаечный ключ. Особо огнестрелом-то не действуй. Просто убей его и все. А как выглядит-то? А, да такой, в черной жилетке. Это еще не жилетки, а уже кетки. Там еще зеленый свитер, черные ботиночки и серые штанишки. Хорошо. Я взял гаечный ключ и пришел на хату. Хата была открытой. Он общался с каким-то черным. О, бля, согласись, у меня самые классные сигареты, сказал он этому чуваку. Да, 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 Буффало. На, держи еще. Они тут курили шваль. Рядом была куча зажигалок, спичек. Я замахнулся гаечным ключом и ударил этого мужика. Он умер моментально. Он упал, как комар. «Воу, что ты делаешь?» — сказал мне черномазый. Я повернулся к нему и ответил. «Слушай, угольный, я пока тут все нормально. Мне просто его надо было убить». Он сказал. «Да мне похуй, убиваю его. Я вообще просто с ним курил». «Слушай, знаешь, я тебе сейчас так скажу. Будь аккуратен». «А что?» «Да знаешь, там... что-то хотел сказать. Короче, есть какие-то краймеры, которые гуляют и с трубами всех обворовывают. Ага. Джонни Редвуд, один из них. И Джон Гольд. Джон Голд. Хорошо, Джон Голд. Джон Голд, да. Будь осторожен. Будешь... знаешь, у меня есть пачка мяса хэдкрабия. Называется Топито. Топито. Топито, да. Че, может покушаем вместе, отведаем? Давай. Бесплатно? Бесплатно. Знаешь, я умею готовить шашлык на комфорке. Чего, блядь? Шашлык на комфорке, не слышал. Давай сейчас тебе приготовлю. Знаешь, ты много кого еще не слышал. Бориса Нагана слышал? Да. Самый честный коммуновец. Кроме того, у него всегда револьвер в пуш. Револьвер в штанах. Ого, сказал я ему. Про Богдана Пиздакова слышал? Да, ответил он. Он мне. Ладно. А вот ты слышал про китайского крестного отца? Он сделал предложение, которое никто и не принял. Я засмеялся в ответ. И мы тогда начали готовить шашлык на комфорке. И действительно, этот работник шахты умел готовить шашлык на комфорке. Я был удивлен его вкусом. Действительно, мясо хэдкрабя топито было очень вкусным. Слушай, а топито оно откуда? Да так его производят. Сейчас бы вспомнить откуда. Ой, Адель Бланшевская. Так. А Сити 24. Сити 24. Знаешь, она довольно вкусная. Да, я согласен.
Ну, я так и думал, то, что тебя зайдет. Ладно, да, не буду отвлекать. Хороший ты парень. Как тебя там? Джобен. Джабен, да, давай, Джабен. Удачи тебе, Джабен. Он мне дал сигареты, и я стал курить. Я скурил сразу все 3 сигареты. Ух, бля. Ладно, там уже скоро готовилось ограбление завода. Я видел, как коммуновцы вылезали из вентиляции. Будто кроты из той помойной игры на автомате. И они полезли уже с оружием. Я надел маску, достал дробовик. Знаете, я действительно подумал, а нахуй мне это все надо? Они уже уничтожили поле, взломали его, взломали все замки, полезли на 2-й этаж. Началась очередная перестрелка. 1199, 1199, 116, 116, множественный 1091, 1091. Код 3, код 3, код 3. Граната. И тут появился Богдан Пиздаков с калашом. Все сотрудники гражданской обороны легли, взорвался БТР. Блять, я стрелялся, как Арнольд Шварценеггер. Да тут боевик лучше. Сильвестр Сталлоне бы позавидовал. Вскоре боевик закончился. На 2-м этаже сидела Мелисса Ватсон и сказала. Она была в инженерном костюме, у нее был номер Союз 383. У нее в руках был УЗИ. Она мне лишь сказала. Знаешь, это вот так вот, блять, прикольно сидеть и башить гонцов. Вот знаешь, я лично сама из города 8 появилась родом. Ты меня не Мелисса, наверное, зовут. Знаешь, вот так вот, блядь, сидишь, стреляешь, пау-пау, бухаешь. Хотя не, бля, хуйня какая-то, она съебала сразу. Тут появился, он себя назвал Педро Пальма. Педро Пальма, еще один русский, подумал я. Какой же ужас. Да, знаешь, о, калаш. Еще один калаш. Возьмешь? Не, может Галил? Он мне дал Галил. А сам взял калаш. Вскоре появились банки. Пау, 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 пшу, пшу. Сука, там тяжелый хрен появился. Он достал свой щит, ослепил всех вокруг. И начал просто идти на пролом. Он шел как та самая подводная лодка на дно. Пау, пау, птш, птш. Капец, у него тяжелый дробовик. Тут выбежал Базиль Фишерман. Понимая то, что я, скорее всего, сдохну. Я расстрелял ее. Пау! Просто начался какой-то дикий расстрел коммуновцев. Но скоро этого молоточка задушили. Задушили прямо так же, как кентовка. Пау-пау-пау! Пау-пау-пау-пау! Черт побери, подумал я. Тут еще появился какой-то угольный. Его звали Джек Райм. Джек Райм взял пистолет. Он мне сказал, слушай, если хочешь жить, просто беги нахуй или перестреляй всех. Ого, подумал я. Пау-пау-пау! Там еще шла стрельба. Я такой подумал, бля, наверное, хочу я все же гражданскую жизнь видеть. И я принял решение их всех расстрелять. Первым попал Иван Останков. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау! Далее расстрелял Карла Робертсона. Пау-пау! О! Далее Александр Свинопас и Мелисса. Пау-пау-пау-пау! Так, ты ж предатель ты ебаный. Тогда начался лютый тарабан. На меня выбежали люди с 3-й улицы. Пау-пау-пау-пау! Пау-пау-пау-пау!
Такой экшен начался, я просто не знаю. Пау, 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 пау. Я одной очередью скосил двоих, а затем еще одного. Пау. И я заметил то, что ни Джеймс Батлер, ни Мелисса Ватсон, ни Александр Свинопас не сдохли. Я хотел их добить, но они уже съебали. Тогда же я вышел к Артуру Хастингсу, но он уже лежал мертвым. Подумав, блять, надо самому валить. Я начал отстреливаться от сотрудников ГУА. Они, в принципе, не знали моей личности. Поэтому я успешно съебал. Я залез в вентиляцию и спрятался. Но внезапно появились люди. Там был некий злодей. Его звали... даже я не могу вспомнить. Точнее, можно подумать. Так, голос знакомый был. Боже мой. Это очередной клон Николая Смирнова. О, ужас. У него Desert Deagle. Но внезапно вышел другой чувак с Desert Deagle. И пау! 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 Он убил его. Его звали Джеймс Манта. Слышь, у тебя лут есть? Держи мой галил. Ха, это ща нахуй. Он получил 6-7 пуль в свой живот. Еще одну пулю в голову. Слышь ты, бля, мразь. Еще будешь со мной так говорить. Вот ты бы мог получить лут, а ты решил меня убить. Вот ты гандон, блядь. Как оказалось, это он говорил не мне. Сзади меня стояла женщина в сером. «Дай лут!» Она мне сказала. Я ей отдал свой галил и ушел. Вскоре меня встретил зомби. Это был зомби в броне сверхчеловека. У меня был только дизердикл. Тут я его назвал Зординал. Пау, пау, пау. Он вскоре умер, успев откинуть гранату. Пдыщ! Знаете, я уже бросил свой дезердигл и вылез из неблагополучного района. Сотрудники ГУ прямо только что ушли. Я залез в один из бедных домов. Я лег на кровать и уже подумал, что все окончено. Появилось два уголька. Они были с пистолетами. Алло, а ну-ка, вставай с кровати. У нас для тебя есть одно предложение воровское. Мы сейчас тебя ограбим. Ого, подумал я. Достаньте парню, у меня нету шуток. Я услышал звуки стрельбы от гражданской обороны. Они сразу же вылезли. Гражданин, идентификационный номер. Я ему показал идентификационный номер. Они сказали, свободен. Я удивился. Ну как? Я же перестрелял половину сотрудников гражданской обороны. Не знаю, я тронул Transhuman Forces, сверхчеловеческий отдел. Я сейчас перестрелял половину коммуны. Они сказали, да нам... Они не слышали мои мысли, это главное. Они с кем-то другим уже общались. Я покинул данный дом и устремился прочь. Я думал, пойти ли на завод, или пойти медиком. Решил пойти медиком. Там была какая-то калифорнийка. Она общалась на каком-то странном английском, который никто не понимал. Так. Что? Алло, окажи ему помощь. Я ему оказал помощь. Она меня назвала самым тупым интерном. Я заметил то, что у меня в кармане был нож. Я достал его и пырнул ее в горло. Она моментально сдохла. Прощай, Ангелина Смирландский, сказал я. И сотрудников ГО никто не заметил, как и из интернов. Ого, подумал я. Ушел я спокойным. Значит, тогда я пошел опять в инженеры. И знаете, в этот раз меня пустили в запретный сектор. Но сначала я починил БТР, который сам же, видимо, и разрушил. Я получил 6 токенов и 2 цивилпоинта. Воу, я был самым довольным. А потом я вспомнил то, что я оплачиваю не токенами, а комбайн кредитами. Блядство, подумал я. И я спустился с сотрудниками ГУ вниз. Там была сломанная турель и до хрена зомби. Они открыли по ним огонь. А я пока чинил турель. Мне один из сотрудников сказал, то что как починишь турель, сразу беги нахуй. И я убежал. Она действительно начала по мне стрелять. Пу-пу! Ай, больно, больно! Вскоре я оказался в больнице. Меня подлечили.
Ко мне подошла 901 и сказала: ладно, 313, прости, что на тебя так сетовал. Ты действительно хороший рабочий. Молодец. Я сейчас подумал, да блять, как за... Сколько? За 3 часа произошло столько хуйни. Я сначала был антигражданином, потом я зарезал главного медика, и теперь я спокойно работаю инженером. Я вскоре выпустился с больницы, снял форму инженера и вернулся домой. В холодильнике была еще блэкбобка. Я вышел с блэкбобкой. Я думал сесть на лавочку, но я сел на камень и задумался. Бля, наверное, заебись жить в таком городе. Знаете, у тебя есть все блага. У тебя есть рационы, у тебя есть все. У тебя есть жизнь. Вот ты же не бегаешь там с автоматом. Хотя, знаете, все же тот запах леса, он был поприятнее, чем запах города. Эх, да, я, наверное, буду скучать по такому времени, когда я стрелял. Но зато у меня появился боевой опыт. Может, он мне когда-то пригодится. Я потянулся за баночкой блэкбобки. И теперь надо было думать о том, что дальше делать. Да, наверное, ничего дальше делать. Надо дальше работать инженером и стать шефом, как 901. Я потянулся к автомату еще с блэкбобкой. Там была изображена она, Санни Дэвис. А рядом еще какой-то городской администратор города 8. Ой, как там тебя... Э, Я не помню. Я тогда потянулся вниз за баночкой блэкбобки. И я покинул дом и устремился к инженеру. Достал сигарету, которую мне дал какой-то буфало, затянул ее и отправился по-новому жить. Знаете, все проблемы временные, как и наша жизнь. Поэтому живите, кайфуйте, наслаждайтесь. И на этом, я не знаю, взял я форму инженера. Казалось бы, больше ничего не предвещает беды. Зашел купить телевизор все же. А мне Антон Камель делает скидку 60 токенов. Я беру телек. Захожу в жилой блок 5, теперь я там живу. Ставлю телек. Идет скучная пропаганда Олоса Блина. А я пью свою блэкбобку. Вскоре новости. А новостей нет. О, подумал я. Там по новостям крутили то, как Альянс смог достичь профицита в бюджете. Я такой думаю, ну ладно, отлично. Подумал я. О, у нас еще перевыполнен план в терминале 6. Как же отлично тут живется. Со мной тут баночка холодненькой блэкбобки, телек и камень. И еще удобный диванчик. Я залез на диванчик. Я давно уже отработал смену инженера. Я не знаю, зачем я ее брал. Ох, такая усталость у меня. Мне просто хочется взять и спать. На дворе еще не было ночи, но уже вечерело. Где-то было 8 часов вечера. Блэкбобка скоро закончилась в моей баночке. Тогда я потянулся в холодильник, взял шаурму из, как он сказал, голубя. И знаете, на вкус была, как обычно, курица с маленькой горчичкой. Я видел, как под моими окнами какой-то гражданин искал что-то в мусорке. Я ему сказал: съебись нахуй, Джон Генерик. Он обосрался, навалил штаны и съебал. Ой, ром-пом-пом, ром-пом-пом. Я залегся на диван, накрылся пледиком. Много, может быть, я наделал дел плохих. Там перестрелял половину ребят, которые мне доверяли. Да и хер с ним, подумал я. Я потянул за сигаретой, закурнул. Доедаю свой кебаб. О, все, подушечка. Подушку. Да почему она так стрёмно набита? Я пару раз отбил свою подушку. Наполнил ее заново перьями. И теперь мог спокойно лечь и поспать. Я закрыл глаза. Мне ничего не снилось. Я просто спокойно уснул. Этот день был слишком напряженным для меня. Коммуна,
Третья улица, лямбда, перестрелки, инженерная работа. А вообще, один ли прошел? Потому что я помню, то, что я еще пару дней это все делал. Но на таких мыслях я вырубился. Аудиокнига Synapse.